Здравствуйте, мои хорошие. Ну, мы продолжаем гороскопы для львов на май месяц. Давайте смотреть львы на май месяц. Что ожидает львов в мае месяце? Так, вот они, львы в мае месяце. Вот тараканы для львов на май месяц. Тараканчик. И начнем. Ой. Так, первая декада, вторая декада и третья декада. Так, львы в мае месяце. Ну, у вас много сомнений есть. Вы просто погружаетесь в материализм какой-то. Полоса неудач, да, как Неудачкин. Ощущение полосы неудач. Ну и у Рус перевернутая может быть либо болезнь, либо что-то в вашей жизни отмирает. Ну, знак рака и рыбы, да, имеет для львов какое-то значение, да, может иметь. Так, ну давайте, если болезнь, да, то какого рода может быть? Болезненная ситуация может быть в жизни, да, связанная с чем? 3 варианта, у вас много, поэтому 3 варианта достанем. Так, болезненная ситуация в жизни, с чем у вас может быть связано? Вы чего-то не услышали, что-то не слышите, да, какие-то слухи, может быть, о вас или против вас, которые пройдут стороной, но они сыграют роль в вашей жизни. Носоглотка. Как, ну, во-первых, носоглотка это как ворота, да, впустить, что-то впустили в свою жизнь, либо кого-то впустили, а переварить не смогли. Какие-то события, которые вы не можете переварить. Трудно. Так, либо какие-то слухи, что кто-то вас не переваривает, либо вы кого-то не перевариваете, вот тоже может быть. Так, первая декада, пауза, тупик. Тупик временный, потому что это как бы остановка, но не длительная. И у вас как бы завершается цикл, остановка перед завершением цикла, что посеешь, что и пожнешь, сбор урожая, да, собрать урожай в результате. Что сделали, получаете награду, завершение какого-то цикла, остановка перед завершением цикла, чтобы начать новый цикл впереди. Вы не достигли каких-то целей, шли к каким-то целям, но не достигли их. Пассивность какая-то, как проигравший воин, который потерял рост и развитие. И то, что потеряло рост и развитие в вашей жизни, разрушается, оно вам не нужно. Чемодан без ручки, да, идет разрушение. То, что накоплено в кубышке хранится, да, это ваше, накопленный опыт, накопленные знания. И это в вашей семье, то, что накоплено для вашей семьи. Но вы почему-то печалитесь. Печаль. Давайте еще несколько карт. Почему-то печаль у вас вышла. Из-за болезненной ситуации. Вот он, кризис, да, болезненная ситуация. Что-то вы услышали, не услышали, переварить не смогли. И вы будете бороться за выживание, да. Борьба какая-то идет, да. В этой борьбе, в этой болезненной ситуации вам необходима будет чья-то помощь. Потому что игра вокруг вас рисковая. Это как неопределенность, вы не знаете, что делать. Воля случая, случайность. Играет важную роль случайность в вашей игре. Вот опять же, что посеешь, то и пожнешь, кармическое. Но во второй декаде вы своих целей достигнуть сможете. Кузнец, творчество, да, ковать железо пока горячо. Деятельность какая-то у вас развивается. Здесь уже пошла победа. Победить эту ситуацию и трудиться дальше. На благо своей семьи. Вот, пожалуйста. На благо своей семьи. Хотя жатва, да, вот что посеешь, что и пожнешь, оно вас как бы преследует. Вот этот бумеранг, кармическое что-то. Кармическое, хотя вы направление, маяк горит, да. Направление к стабильности вы видите, куда двигаться. Вы уже начали видеть. Там, если непонятная, неопределенная ситуация, здесь вы увидели. Вот он, маяк загорелся. Мне туда.
сохранить свое счастье, уют поможет то, что вы, если вы избавитесь от каких-то сомнений, неприятностей, да, мути в своей жизни, отказавшись от каких-то подарков. Ну, почему отказаться от каких-то подарков нужно, интересно? Чтобы выйти из пессимизма и лени, из зависимости. Тут, знаете, победить врага, тут как бы вот через какие-то подарки вам не хотели сделать как привязку, зависимость, подклад, вот что-то такое. Поэтому бойтесь как даров приносящих, да. Забыла слово, как там сказано. Ну, в комментариях девочки напишут. Бойтесь подарков, потому что это может иметь для вас негативное значение. И третья декада. У вас зародились новые идеи. Вместе с этими идеями, да, начало роста и развития. Вы как берегиня, да, беременная. Беременная женщина, которая вынашивает что-то новое, чтобы родить, воплотить, реализовать. И вместе с этим идет гибель прошлого. От чего-то из прошлого, от чемодана без ручки придется отказаться. Ну, для мужчин это тоже имеет значение. Может, жена забеременеет, а может быть, у вас какие-то идеи. Вы как беременная женщина будете вынашивать какие-то планы для реализации, для начала чего-то нового. Но для этого придется избавиться от старого. У вас идет переосмысление ситуации, вскрываются какие-то тайны, темные места, да? Вскрывается то, что для вас было тайным. Оно вскроется. И вместе с открытием этих тайн идет реализация ваших желаний, надежд. Вот он, рост и развитие, выход из уныния идет. И вам придется делать выбор, объединения, договоренности, отношения какие-то завязывать. Может быть рабочие, может быть личные. Но это хорошо. Это начало как бы развития, гармония, получения гармонии. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Ну, огонек творчества у вас горит, да, у вас горит, но вам не хватает напористости борьбы, да, вы как бы сложили лапки, перестали бороться. Вот желание есть, а вы почему-то не боретесь. В результате идет смягчение ситуации. Смягчается ситуация, но вы можете попасть в ловушку, не выдержав этой ситуации. Но при этом вот эту ситуацию не выдержали, да, попали в какую-то ловушку в тот момент, когда для вас открылось что-то новое. Поэтому старайтесь выдержать. Вот здесь вот, да, вышло. Сейчас еще раз глянем. Да, боритесь, чтобы выдержать, чтобы открыть что-то новое и не попасть в ловушку. Препятствия, которые трудно преодолеть из-за нехватки информации. Могут возникнуть какие-то препятствия, которые очень трудно вам будет преодолеть из-за нехватки информации. Но вместе с этими трудностями идет и ваше пробуждение, духовное пробуждение, осознание какое-то. Так, смотрим дальше. Львы-борцы, вам нельзя лапки складывать. Вы же львы, вы что? Ну вот спокойная жизнь, из которой вы уходите, да, как бы болото вас не устраивает, вам нужно выходить из этого. В этой спокойной жизни вы ничего не накопили, как бы накоплений нет, вы потеряли только. И вам не хватает взаимной помощи, нехватка помощи. Изоляция, из которой трудно выбраться из-за иллюзий. Иллюзии эти могут лопнуть в любой момент, и вы окажетесь в какой-то изоляции. И ваши лазеечки, которые вы себе планировали, да, вот здесь вот лазеечка, здесь лазеечка, могут не сработать, могут закрыться. Но, тем не менее, львы будут раскидывать удочки, да, чтобы использовать разные возможности. Хотя пути пока закрыты для львов. Нужно подождать. Время ожидания затягивается у львов.
Ну, пока расправить крылья вы не можете, вы находитесь в глубоком подавлении. Хотя это подавление уже скоро, вот трещинки пошли, рассыпется, да, и вам придется выпутываться из этих, как вот завязок, руки связаны, придется самому распутывать ситуацию в тишине, помолчать, да, чтобы понять, что запутали. Запутывали, а теперь распутывать. Вы выходите из ограничений каких-то, да, вот угроза ограничений, которые вам удастся избежать. И вы победите в этой ситуации. Хотя четкого плана к действию у вас нет. Вот наобум, да, как пойдет. Получается, что как пойдет действуйте. Так, ну давайте еще вот эту колоду мы не смотрели. Ну, вы как не достигли чего-то, не получили власть, да? Низвергнутый император. Что-то похоронили и придется забыть, да? Как усыпальница. Что-то в своей жизни уйдет безвозвратно, и уже возвращаться к этому нет смысла. Какие-то подарки стоит похоронить. Подарки, несущие смерть, могут быть, которые не дадут вам чего-то достигнуть. Вот опять, как подклад получается какой-то, как магическое что-то. Но вы под защитой, и на этом распутье невозможно сделать выбор. Не делая выбор, вы избавляетесь от врагов. Как-то интересно, да? Получилось. Так, давайте... Ой, боже мой, что ж такое... Посмотрим, что эта колода покажет. Синхронизация. У вас идет процесс синхронизации с окружающим миром, да? Вибрации. Вибрации выравниваются. То есть здесь такие, вы выравниваетесь, да? Вибрационно выравниваетесь, приспосабливаетесь к окружающему миру. И вот карта отказ. Скажите нет, если не хотите чего-то. Это нормально. Только вы знаете, как поступить. Действуйте самостоятельно, не полагаясь на чью-то помощь. Вот так выходит. Ну и ваш дар. Какой у вас дар в этом месяце? А у вас дар закрыт, дар мудрости. Вот наобум, да, не хватает плана действий, не хватает руководства. У вас закрыт дар мудрости в этом месяце. И все это из-за предыдущих разочарований, да. Разочаровавшись один раз в ком-то, вы можете стать замкнутым. Вот там изоляция выходила. Подозрительным. Не хотите никого впускать в свою жизнь, опасаясь заново пережить боль. Нелюбовь к себе расцветает. Ну, на львов это вообще не похоже. Наплевательское отношение к своему телу, внешнему виду, жилищу, экономия на себе, довольствоваться малым. Вообще на львов не похоже. Ну, львы не львы, да, у каждого в жизни бывает такой период, когда вот у вас из-за закрытого дара мудрости возможны какие-то, может быть, не в полной мере, да, вот такие проявления. Может быть, вы уходите в личностное, интеллектуальное и духовное развитие. Это тоже плохо. Отрешенность от материального мира, ну, тоже такое себе. Из-за этого могут возникнуть проблемы не только с деньгами, но и в сексуальной сфере. Поэтому, чтобы открыть этот дар мудрости, ваша задача в этом месяце не замыкаться, полюбить себя, наладить сексуальную жизнь и получать от нее удовольствие, разрешить себе наслаждаться земными благами, объединить в себе духовное и материальное, жить в балансе между этими двумя мирами. Ну и давайте монетку бросим. Задумайте вопрос, попробуем узнать, что скажет монетка. Готовы? Я бросаю. Ответ «да». На ваш вопрос ответ «да». Ну, это уже хорошо. На этом все. Люблю, целую, пух. И до встречи. Пока-пока.